Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим о 12 всемирно известных перформансах Марины Абрамович. And voila, Abramovich. Вопрос, почему это искусство, часто задаваемый ей с 1970-х по 2005 год, даже в Америке, где такие вопросы задавать вообще не принято, она часто цитирует и добавляет, что ответ на этот вопрос – вся ее жизнь. Марину Абрамович можно смело назвать одной из самых страстных творческих натур нашего времени. Ее видение нашего мира отразилось в многочисленных перформансах, во время которых она разговаривала, не двигалась, мастурбировала или вовсе была мишенью для выстрела из лука. Действительно, если ознакомиться с биографией и послужным списком женщины, о которой зачастую знают лишь отрывочную информацию, вроде «она смотрела в глаза людям 3 месяца без перерыва» или «в результате проведенного перформанса она потеряла 2 литра крови», становится понятно, что это искусство. Потому что обыватель сам бы так не смог. Мало того, не захотел бы. Итак, предлагаем вашему вниманию линейную, почти, биографию и тот самый послужной список человека, о котором принято говорить либо с восхищением, либо с непониманием. Этот список доказывает, что для того, чтобы стать величайшим в искусстве бунтарем, поджигать двери ФСБ и вообще нарушать закон совершенно не обязательно. Бабушка мирового перформанса. Родилась 30 ноября 1947 году в Белграде, откуда сбежала в 29 лет. Сведения о ее детстве довольно неоднозначны. У девочки были сложные отношения с родителями. Она редко их видела. Мама и папа Марины во время Второй мировой войны были югославскими партизанами. Однако родилась Марина уже тогда, когда вместо шальных пуль и убежищ Абрамовичи обрели славу героев и, по ее словам, стали уделять ей крайне мало внимания. Однако первый свой урок перформанса она получила именно благодаря отцу. В 14-летнем возрасте Марина попросила отца купить ей масляные краски. Тот выполнил ее просьбу, однако друг папы решил подшутить над подростком. Он вылил на холст смесь красок и подорвал ее петардой. Все участники остались целы и невредимы, и Марина тогда впервые осознала, что в искусстве процесс может быть важнее результата. У меня есть теория. Чем хуже у тебя детство, тем лучше твое искусство. Если ты по-настоящему счастлив, то у тебя не получится создать хорошее произведение. Мои родители были карьеристами, стремились добиться успеха в области политики. Они оба после Второй мировой войны были признаны национальными героями. У них не было желания заниматься ребенком, и они отдали меня бабушке. Однажды я ждала бабушку, когда она молилась в церкви. Там я увидела купель, емкость, в которую надо было окунуть пальцы перед тем, как перекреститься. Я подумала, что если выпью всю воду, то стану святой. Мне было 6 лет, я встала на стул и выпила эту воду. Мне только плохо стало, говорит Марина. После того, как отец Марины оставил семью, мать, вынужденная воспитывать детей за себя и за того парня, ввела в семью военную дисциплину. Необходимость выполнять команды без обсуждения и каждый день являться домой не позднее 10 вечера угнетала девушку. И судя по ее интервью, Марина пронесла это чувство через всю свою жизнь. Пишут, что она чуть не погибла в возрасте тех же 14 лет, когда играла в русскую рулетку пистолетом своей матери. В результате, оказавшись недосягаемой для твердой маминой руки, Марина сразу же занялась вещами, которые вызывали бы ужас у любого патриархального родителя. В 1970-х она закончила университет искусств в Белграде и начала сольные выступления. Они станут достоянием общественности, их будут обсуждать, ужасаясь и плача. Но потом, 30-40 лет спустя, балканский эротический эпос. Первая серьезная известность к Марине Абрамович пришла с фильмом, который некоторое время бесконтрольно жил на канале YouTube, пока публика не разглядела в деталях, что там изображено. Этот перформанс, там играют живые люди, происходит на пленке, а не на сцене, и доступен к просмотру в любое время.
Правда, не в публичных местах, чаще всего в виде фрагментов. Что интересно, отечественной публике Абрамович стало известно благодаря этому продукту 2006 года выпуска. А потом ценители стали искать другие ее работы, в частности, перформансы 70-х и 90-х. Поэтому сначала все-таки о нем. В фильме Марина рассказывает о том, как на ее родине принято взаимодействовать с природой и Богом, с мистическими и физическими явлениями. Сложно понять, насколько достоверна эта история, однако в ней показано и то, как балканцы некогда облегчали роды своих жен посредством собственных гениталий, и то, как с их же помощью исцеляли больную скотину. Абрамович заостряет свое внимание на том, что в ее родной культуре интимные места людей использовались в домашней и групповой деревенской магии, как имеющие особую силу. Например, если в Балканах женщина хотела, чтобы ее любовник или муж любил ее, она засовывала маленькую рыбку себе в вагину и оставляла ее там на всю ночь. Утром она доставала умершую рыбку, затем смалывала рыбку в порошок, смешивала ее с кофе и утром подавала ее любовнику или мужу. Считалось, если он выпьет этот кофе, то никогда от нее не уйдет. Это одна из наиболее невинных сентенций, показанных в 13-минутном фильме, запрещенном к демонстрации практически везде из-за обилия эротических сцен. Но если хорошо поискать в личных блогах, хорошо защищенных от детей младше 18, его можно увидеть. Балканское барокко. Перформанс 1997 года, посвященный памяти погибших в Югославии или погибшей Югославии. Абрамович в течение нескольких дней по 6 часов в сутки мыла окровавленные кости на глазах у публики. Костей было 1500. Иногда во время перформанса она рассказывала о Белграде и о том, что она никогда не говорит, что родом из Сербии. Она из той страны, которой больше нет. Перформанс получил «Золотого льва» на 47-й Венецианской биеннале. Губы Томаса. Перформанс – прародитель всех спорных, резонансных и членовредительских. В ходе его Абрамович, выпив литр вина с медом, вырезает на животе лезвием пятиконечную звезду. Затем по сценарию она должна себя выпороть, после чего улечься на крест из холодного льда, расположенный под электрическим обогревателем. Однажды бабушка обнаружила Марину без сознания, с опаленными волосами. Та репетировала. В Белграде перформанс был мало кем замечен, однако впоследствии одна неоднократно повторяла его в Нью-Йорке и уже там действительно оценили. Ритм 0. 1974 год. Галерея Морро, Неаполь. На столе Абрамович выложила 72 предмета, в числе которых была роза, нож, заряженный пистолет, ножницы, хлыст, фонарик, виноград, хлеб, яблоки, черная шляпа. Любой из этих предметов можно было использовать как для того, чтобы доставить удовольствие Абрамович, которая стояла там же неподвижно, так и для того, чтобы сделать ей больно. Разумеется, были и предметы для нейтральных целей, но ни они, ни предметы удовольствия публику не заинтересовали. Как только народ понял, что он может распоряжаться разложенными вещами безнаказанно, они потеряли над собой контроль и обнаружили истинную дикую личину. Описание этого перформанса часто цитируется во времена общественных катаклизмов, связанных с силой и влиянием толпы. Все 6 часов Абрамович стояла и не показывала никакого сопротивления, хотя ее порезали и чуть не застрелили. По истечении 6 часов она двинулась по направлению к выходу, и публика ретировалась в испуге. Испугалась, что дадут сдачи. Тогда-то, придя в отель, Марина обнаружила свою первую седую прядь волос. Энергия покоя. Строго говоря, перформансы Марины Абрамович можно разделить на две крупных категории. То, что она делала самостоятельно, и то, что она делала с Уве Лайсепеном, сокращенно Улаем, своим партнером и любовником в течение долгих лет. Энергия покоя, 1980 год, перформанс о доверии в отношениях между мужчиной и женщиной. Абрамович держит лук, в то время как Улай держит стрелу, нацеленную на ее сердце, и натянутую тетиву. На протяжении 4-минутного перформанса микрофоны, установленные на Марине и Улае и присоединенные к их сердцам,
отслеживали их сердцебиение и передавали этот звук в надетые на них наушники. Идея перформанса заключается в показе безграничного доверия, существующего между партнерами. Позднее Абрамович назвала этот перформанс одним из самых сложных в ее жизни. Импондерабилия. Перформанс 1977 года, посвященный, как ни странно, чувствам рождающегося и давлению, которые склонен переживать младенец, выходящий в мир по родовым путям. Это тем более странно, что сама Абрамович никогда в своей жизни не планировала выходить замуж и рожать детей, хотя состояла в нескольких последовательных браках. Она и Улай обнаженными становятся на выходе выставки, создавая с собой некую рамку, через которую должны пройти посетители. Версия с родовыми муками содержится, справедливости ради, во многих информационных источниках, но не у самой Абрамович. Она все объясняет гораздо проще. Посетитель должен проскользнуть между ними, обнаженными, стоящими в проходе, и, возможно, в процессе выбрать одного из нас. Смерть себя. Еще один перформанс об отношениях. Стоит сказать, что абсолютно все перформансы, сделанные Абрамович в паре с Улаем, о той или иной стороне отношений. Здесь условия для партнеров довольно жесткие. Они непрерывно целуются, однако это лишь внешняя сторона зрелища. На самом деле, каждый партнер в процессе действия вдыхает лишь то, что выдыхает другой. Такой перформанс не может закончиться хорошим самочувствием участников. Известен случай, когда через 17 минут такого дыхания и Марина, и Улай одновременно потеряли сознание. Собственно, только о нем и пишут, когда упоминают об этом перформансе. Этот перформанс исследовал способность индивидуума поглощать жизнь другой личности, обменивая и уничтожая ее. Отношения во времени. В рамках этого перформанса партнеры сидели, не двигаясь, по 16-17 часов, ежедневно все то количество дней, которое предусматривал выставочный график. Они усаживались за 1,5 часа до прихода публики в зал и сплетали волосы. Сидеть на одном месте в одной и той же позе в течение столь долгого времени чрезвычайно сложно. От выдержки одного из партнеров всегда зависело положение другого. Расширение пространства. 1977 год. У этого перформанса есть вариации исполнения. В любом из них все происходит на грани открытого членовредительства. Стоя спиной друг к другу, пара пытается увеличить расстояние между двумя колоннами, которые можно двигать, но зритель об этом не знает. И в какой-то момент, после серии проб и ошибок, все получается. Выражаясь брутально, обо что они только не бились телами, пытаясь произвести искусство. О стены, друг от друга, о колонны, публику, в общем, непонимание. Великая стена, 1988 год. История у перформанса довольно грустная, хотя начиналось все хорошо. В 1980 году пара Абрамович и Улай решили пожениться. И изначально перформанс задумывался как свадебный и хэппи-эндовый. Пара должна была пройти по всей территории Великой Китайской стены и после этого уже никогда не расставаться. Однако не сложилось. Они ждали разрешения на посещение стены от китайских властей. Разрешение было получено лишь через 8 лет. За это время отношения исчерпали себя. И этот грустный факт вылился в беременность переводчицы от Улая. Собственно, Абрамович и Улай твердо решили расстаться, и перформанс прошел под совершенно другим соусом. Бывшие партнеры вышли с разных сторон стены навстречу друг другу. Встретились на середине, сказали друг другу «прощай» и разошлись, вновь в разные стороны. В этот момент было заложено зерно нью-йоркского периода в творчестве Марины Абрамович, поскольку, оставшись в одиночестве, она почти сразу переехала за океан. Вообще, подводя итог дуэта Абрамович-Улай, стоит сказать, что они создали гораздо больше совместных работ, чем упомянуты здесь. За их плечами работа 1978 года, где они непрерывно процитируют громкий звук друг на друга, а говоря проще, друг на друга орут. Еще один перформанс об отношениях, где они травмируют друг друга, сталкиваясь обнаженными
с разбега, и еще один, где они стоят неподвижно лицом друг к другу в течение всей выставки, касаясь лишь пальцами в одной точке, снова будучи обнаженными. Увы, упомянуть обо всем, что сделали эти люди перед тем, как расстаться, физически невозможно. Кстати, еще один социальный перформанс ожидал уже разошедшуюся в пару в 2015 году, когда Улай неожиданно подал в суд на бывшую подругу и отсудил у нее 250 тысяч евро. Иск выглядел так: она постоянно использует мое имя в своей карьере и не делится. Суд согласился с истцом. Дом с видом на океан, 2002 год. Столь длительная пауза между значительными работами объясняется довольно просто. Расставание, эмиграция, нищета, попытки найти себя в новом обществе. Однако, когда Абрамович уже в Нью-Йорке выходит из сумрака, она выходит по-настоящему. Перформанс «Дом с видом на океан» имитирует практически тибетских монахов. В данном случае дзен Марины Абрамович заключается в том, что в течение 12 дней она находится под неусыпным надзором публики. Не ест, лишь пьет воду, принимает душ, лежит, стоит, медитирует, но спуститься со сцены до окончания перформанса не может. Ступеньки 3 лестниц, ведущие из 3 отсеков сцены, в зрительный зал, сделаны из ножей. Подобная сцена использовалась в сериале «Секс в большом городе». Присутствие художника, 2010 год. Один из наиболее известных и часто упоминаемых перформансов, наряду с ритмом 0, подготовка к которому велась неделями. Сам же перформанс продолжается от случая к случаю разное количество дней. Например, в МоМА он длился 2 месяца и участвовало в сумме 1500 человек, плюс одна Абрамович, что физически можно было выдержать только потому, что художнице давали поспать ночью. Смысл действия заключается в том, чтобы посмотреть художнику в глаза. Вот он сидит напротив, и у каждого есть несколько минут, чтобы прикоснуться ко внутреннему миру Творца. При этом противоположная сторона вполне может молчаливо делиться эмоциями с визави, а может и не делиться. Однако широкую огласку именно этот перформанс получил в отрыве от его основного смысла. Журналисты встрепенулись, когда поучаствовать в нем приехал Улай. Они с Мариной смотрели друг на друга более 3 минут и совершали то, что в русском языке называется «простить и отпустить». Они снова и снова проходили свою китайскую стену в десятках тысячах километров от нее и в десятках лет от тех событий, что были с нею связаны. Несгибаемая Абрамович расплакалась. Интересно, пошла бы она на игру в гляделки с Улаем, если бы знала, что каких-то 5 лет спустя он столь вероломно станет с ней судиться. Перформанс неоднократно повторяли в разных странах, включая Россию в 2011 году. Пока что это последний проект Абрамович, вызвавший столь мощный резонанс. С 2010 года она занимается воркшопами, обучает будущих художников ее профиля, дает интервью, путешествует, собирает деньги на институт перформанса в Нью-Йорке, с которым, кстати, происходит довольно невнятная история. Деньги собраны, а института все нет. Абрамович на пенсию точно не собирается. Как-то СМИ растиражировали новость о том, что Марина Абрамович, чтобы зажечь свечу, находясь от нее на расстоянии 1 метра, пропустит через себя 1 000 000 вольт. Заброской фабулой, время 2020 год, место Королевская академия художеств Великобритании и серьезное техническое подспорье, специальный электрошокер, который создаст компания Factum Arte. Говорят, затея это не опаснее прочих перформансов Абрамович. Плюс к этому ожидается фонтан в форме художницы, из которого будет бить кровь. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.